Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. 3 девицы на моря. Совместный проект. 3 рукодельных канала Поли Стич, Мисс Сова Деним и Уральская кудесница творят и вытворяют, тоскуют о море. Интересно, когда-нибудь закончится этот мешок с обрезками? После каждого проекта их становится больше. Они размножаются делением. Для начала немного рассортируем кусочки, разложим по цветам, как настоящие художники готовят по литру. Кто-то сказал: пол-литру? Да вы мои хорошие. Ну, наливайте. Гладильную поверхность застелим листами бумаги. Мне так удобнее работать. В качестве основы взяла большой кусок бязи с рисунком под рваные джинсы. Мне она нравится, но на лицевую сторону я ее не поставлю. Она тонкая. Сверху укладываем клеевой флизелин, клеящей стороной наверх. Размер 45 на 70 сантиметров. Наметим середину и от нее, по возможности симметрично, будем выкладывать наш узор. Начнем с бежево-коричневых кусочков. Лучше всего сначала выложить крупные детали, а потом уже добавлять мелкие. Это дно морское. Каких камней нет в море? Сухих. Мне очень нравится слово «местами». С ним любой прогноз погоды становится 100% точным. Местами дождь, местами снег, местами жара, местами ураган. Кто знает, какое оно, это морское дно? Разное. Местами. Поэтому не ограничиваем свою фантазию. После того, как накидали камней на дно моря, начинаем выкладывать воду. Ближе к дну она темная и постепенно светлеет ближе к поверхности. Море, я знаю, ты волнуешься без меня. Здесь надо подключать воображение. На дно морское добавим водоросли, немного блесток, мало ли сокровищ в море. Добавим красные кораллы. Здесь уже каждый может придумать свою историю. Какое будет ваше морское дно? Как художники рисуют красками, широкими мазками, так и мы рисуем лоскутками. Поселим небольшую стаю золотых рыбок. В эту композицию можно добавить еще и пайеток. Пусть все блестит, сверкает и переливается. Может, это мелкие рыбешки. Или солнечные лучи отражаются в пузырьках воздуха. Еще в своих запасах я нашла люрексовую нитку. Давным-давно мне ее кто-то подарил. И лежала она без дела много лет. А сейчас настал ее звездный час. Еще один очень важный ингредиент. Вас могут уверять, что можно обойтись без него. Можно фиксировать все булавочками, клеем, карандашом, клейстером. Девочки, я показываю самый простой, дешевый и доступный вариант. Клеевая паутинка. Продается в любом магазине тканей. Когда я последний раз ее покупала, она стоила 20 рублей за метр. Она узкая, но 1 метра вам за глаза хватит. А жизнь рукодельницы она облегчает в разы. Ее надо мелко порезать и равномерно распределить в нашей картине. Маленькие кусочки клеевой паутинки прячем под мелкими фрагментами. Каждый лоскутик должен быть зафиксирован или клеевой основой, или клеевой паутинкой. Клеевая может быть и поверх лоскутков. Так она будет сцепляться с фатином, но ее должно быть немного, иначе она приварится к сетке. Всю подготовленную поверхность закроем куском фатина. Смотрите сами, что это будет у вас. Фатин, сетка,
тюль или органза. Материал должен быть легким и прозрачным. Аккуратно разглаживаем его руками. А теперь берем кусок мокрой марли в несколько сложений. Клеевые основы бывают разные. И та, которую я пользуюсь, хорошо сцепляется с тканью именно под воздействием горячего пара. Как работаем? Поставим утюг и держим несколько секунд. Потом аккуратно его переставляем. Дожидаемся остывания ткани и только после этого убираем марлю. Думаю, теперь вам стало понятно, почему я под низ постелила листы бумаги. Они не дают пару уходить вглубь подстилки, и фиксация материалов получается быстрее и крепче. Проведем рукой по поверхности, проверим, не болтается ли где-то материал. В этих местах лучше еще скрепить иголочками. У меня очень хорошая клеевая основа, она немного сцепляется и с тканевой основой. Вся заготовка получилась крепкой. Ее можно спокойно поднимать и переносить. Для дальнейшей работы, чтобы полотно лежало ровно, воспользуюсь самодельным приставным столиком. Моя швейно-вышивальная машинка Юника укомплектована приставным столиком, но когда его присоединяю, машинка переходит в режим вышивания. А мне надо прошить простой прямой строчкой. Девочки, милые, у кого не получается шить прямой строчкой, это видео для вас. Всем громко говорите, что это так и задумано, и спокойно шейте самыми кривыми загогулинами. Стиль стежки «Пьяный мастер». Свободный конец, чтоб не мешал, можно свернуть трубочкой. Полотно прошиваем в самых разных направлениях, желательно погуще, чтобы каждый лоскутик был хотя бы один раз прошит. Кручу-верчу, запутать хочу. Все знают, что я работаю в библиотеке. Приходит к нам читательница и спрашивает книгу Франклина о рыбалке. Я переспрашиваю, в смысле, президент США писал о рыбалке? Она задумалась, посмотрела свои записи. Оказалось, Эрнест Хемингуэй «Старик и море». После того, как все прошили, надо проутюжить заготовку и подровнять края. Вот такая заготовка для будущей сумки у нас получилась. Неповторимый рисунок с двух сторон. Бейкой обработаем оба верхних края сумки. После этого найдем середину верхнего края и от нее в обе стороны отложим по 8 сантиметров. Это будут места пришива ручек. Ручки. Я выкроила 2 полоски ткани длиной 65 сантиметров, шириной 8 сантиметров. Сложила их вдоль, подогнула края и с обеих сторон проложила строчки. Закалываем ручки иголочками в нужных местах, а потом закрепляем. Сначала пришиваем их открытыми срезами наверх, потом отгибаем ручки кверху и пришиваем конвертиком. Здесь шейте, не торопясь, очень много слоев ткани. Так закрепляем все 4 конца ручек. Для дальнейшей работы сумку складываем, совмещаем края и обрабатываем бейкой. Булавочками здесь будет сложно заколоть, воспользуемся клипсами для ткани. Обрабатываем обе стороны сумки. Формируем дно. Углы разворачиваем. От угла по центральному шву откладываем 4 сантиметра. От этой точки до края будет тоже 4 сантиметра. Рисуем линию. Края сумки фиксируем клипсами. Прокладываем строчку. После этого срежем лишнюю ткань и обработаем срезы бейкой. Все готово, все красиво. Выворачиваем сумку. Получилась она яркая, нарядная
вместительная пляжная сумка. В нее может спокойно поместиться и полотенце, и небольшое покрывало, и бутылочка воды. Бабушка говорит внучке: в жизни каждой женщины должна быть единственная любовь. Бабушка, а у тебя была такая? Да, моряки. Ну, в такой технике пицца я уже сшила сумку с черным котенком, который сидит в траве. Ну что, 3 девицы на моря, проходите по конечным заставкам, смотрите, что вам приготовили девочки, а потом возвращайтесь и напишите, что нового и интересного вы узнали. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!